Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить и повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист роботы-парсеры автоматизация. Если вы хотите связывать с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
востребована в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня продолжаем разработку сайта по проведению хакатонов. У нас последний день, точнее уже голосование судей. Давайте проверим, насколько все работает, насколько все готово. Попробуем пройти этот путь с самого начала и создать, допустим, тестового судью. Открываем браузер в инкогнито режиме, вставляем сюда нужную ссылку, копируем, вставляем, переходим, жмем на лого и жмем на логин и регистрация. Тут вводим любые тестовые данные, но так как мы регистрируем судью, то, скорее всего, будем вводить test judge и уникальное какое-то имя, чтобы оно не повторялось. Домен, нажимаем continue. Здесь, наверное, accept, что уже хорошо. Все красненьким нужно выделено. Здесь вот еще вижу баг. Видите, здесь input не отмечен таким вот красненьким, а тут красненькое без скругления. То есть здесь есть такие вот зазоры. И я уже чуть-чуть разобрался, как лучше с ишкой действовать. Он хорошо понимает, когда есть скриншот, потому что он иногда не понимает, какая логика и взаимозависимость. Здесь вроде бы все хорошо сделано, понятно все сделано. Здесь кнопка еще никак не реагирует на ховер. Это тоже не совсем то, как я хотел бы. Давайте запускать нового агента. Переходим в целевую папку, там, где происходит создание кода. Ctrl-Shift-C, копирую путь. Здесь CD, Ctrl-Shift-V, Enter, и мы перешли в нужную папку. Здесь запускаю кодекс. Нажимаю Enter, он запущен. Давайте для начала ему базовую инициацию сделаем. Прочитай, пожалуйста, философию, навигацию и SDLC. Как-то долго он обрабатывал. Странно, но ладно. В среду уже обновятся лимиты по Cloud Code, и тогда я уже сделаю единую какую-то логику для кнопок, потому что там это уже написано, надо только влиться, но у меня лимиты закончились. Осталось 2 суток до того момента, когда я смогу просто там это запустить, поэтому сейчас эту нижнюю кнопку я не пытаюсь чинить. Здесь чуть-чуть заходит, но, в принципе, дизайн выполняет свою суть. Понятно, что отсюда данные переходят сюда, а вот здесь вот меня это раздражает, что это не последовательность и не одинаково. Это давайте чинить. Регистрация судей. Он хорошо реагирует на скриншоты, поэтому если мы ему покажем, то он сможет разобраться, что там не так. Делаем скриншот, сохраняем в картинке и делаем второй скриншот, сохраняем в картинке. Но респонсивность хочется уже прямо сейчас. Давайте это тоже сохраняем в картинке. Переходим в наши pictures, screenshots. Визуально похоже, что вот это вот 3 наши картинки. Копируем адрес к этому файлу, потому что именно картинку он не может принимать, к сожалению. Начинаем накидывать ему эти картинки сюда и надиктуем текст. Что мне здесь хочется поправить? Обводка вокруг чекбоксов должна быть везде, где есть применение красной обводки для элементов. То есть, скажем так, для регистрации везде, где требуется чекбокс, то обводка вокруг самого чекбокса обязательно. Там, где юридическое согласие отсутствует, эта обводка вокруг чекбокса, ее нужно добавить. А там, где есть вокруг чекбокса красная обводка, то она не в стиле сайта. То есть сам чекбокс имеет скругленные углы, а красное выделение к нему не имеет скругления углов. Нужно добавить скругление углов. Все, что я диктую, ты разбивая на атомарные требования и приземляю в физический документ anti-crash якорь. Когда я навожу ховер на Create My Space, я хочу, чтобы кнопка реагировала точно так же, как и логин и регистрация, которая находится в хедере. Она при наведении чуть-чуть подскакивает. Это очень приятно. Сделай, пожалуйста, так же для Create My Space, как сделано для логин и регистрации в хедере. Понял ТЗ и сразу фиксирую его как антикраш якорь. Атомы. Обязательные чекбокс в регистрации при ошибке всегда получают красную обводку вокруг самого чекбокса. Обводка согласия появляется при отсутствии согласия. Красная рамка повторяет скругление чекбокса и визуальный стиль сайта. Сначала проверю активные варктрии и найду текущую реализацию, затем сделаю код, несущий тесты
тесты и доведу по SDLC. Теперь давайте тестировать, что я нажимаю. Давайте мы тоже сделаем скриншот, чтобы он видел. Давайте сюда внесем пароль наш. Ну, нормально. Здесь кликаем, и все вроде бы засвечивается. Давайте этот скриншот сделаем. И вот этот скриншот сделаем. Проверяем. Да, это они. Есть важный риск пересечения. Warp3 Fix Registration Consent Dissorts уже относится к регистрации. Проверяю его свежесть и изменения, чтобы не затереть параллельную работу. Хост при этом грязный и отстает на 172 коммита, его файлы не трогаю. Новую работу начну только от свежего Origin Main. Проверка пересечения. Связанное дерево регистрации не менялось с 15 августа, его ветка уже удалена на Origin. Свежий Main содержит более новую реализацию. Остальные близкие деревья тоже старые или тройной поток. Рекомендация. Их не использовать для этой правки и отдельно позже разобрать, удалить после проверки незалитых коммитов. Сейчас создаю изолированное дерево от свежего Origin Main. Нашел точную причину. У ролевых читсбокс красное свечение уже ставится на сам input, но без бордер радиус, поэтому оно квадратное. У юридического согласия красилась только большая плашка, а сам читсбокс нет. Фикс будет единым CSS-контрактом для обязательных читсбокс. Одинаковая красная рамка и свечение непосредственно на галочке плюс наследуемое скругление. Это сохраняет существующую подсветку блоков и добавляет недостающий точный указатель. Добавил еще один атом в это же ТЗ. Святим из подцеприхаверфацус должна использовать тот же приятный подъем, что логин регистр в хедре. Первый пакет патча не применился из-за несовпавшего контекста документации, файлов он не изменил. Сейчас внесу оба требования аккуратно одним контрактом и тестами. Код и антикраш якорь внесены. Точечный тест пока не стартовал не из-за кода. В новом Warp3 отсутствуют зависимости. Из дом. Подключаю штатную локальную зависимость в Warp3, устанавливаю по проектному способу. Затем проверю обычные оба мутационных прогона. Оба несущих теста зеленые в нормальном режиме и краснеют каждый на своей мутации, то есть они действительно защищают поведение, а не просто наличие файлов. Теперь запускаю полный тест алло. После него обновлю ветку относительно свежего Origin Main. Отправлю PR и проверю живой апплей после выката. Полный прогон нашел 3 ожидаемых ответных обновления из-за изменения общего CSS. Саче, буст хэш в апплей юдге, а также слепок разделенной навигации. Еще один независимый тест. Метап сливе. Упал с ошибкой тестового дублица Perun из нота функцион. Сначала исправляю только закономерные ответные файлы и повторяю. Если независимое падение воспроизведется, разберу как дефект баселине, не маскируя его. Независимое падение воспроизводится отдельно и имеет ясную причину. Тестовый D1 двойник устарел после появления Freeze Submissions. У статимент нет обязательного метода run. Это дефект самого тестового стенда, не продукта и не флейк. Добавляю минимальную совместимость двойника, чтобы полный гейт снова проверял продукт. И фиксирую это в антикраш якоре как попутное восстановление баселине. Копируем наши картинки, чтобы он их мог четко увидеть. Будет логично, что после того, как чекбокс выбран, то вокруг него также применяется и зеленое свечение, то как-то будет неправильно. Красное свечение применяется, а зеленое не применяется. Ну, как-то даже обидно. Так что примени это, пожалуйста, и дополни, пожалуйста, антикраш якорь наш. Давайте идти дальше. Я думаю, это предупреждение не нужно. Это так логично, что... Ну, если что, просто восстановит и все. Так что копируем, вставляем сюда. Удали этот блок, он не нужен. Он не несет никакого смысла. И так понятно, что если регистрируешься на платформе и вводишь пароль, то его надо запомнить. Это нормальная практика. Это не что-то особенное, что нужно глазами читать и уделять этому внимание. Все, что я говорю, ты дополняй в антикраш якорь, и только потом уже иди по антикраш якорю и выполняй это марно. Добавил в тот же ТЗ еще один атом. Полностью удалить информационный блок, пишущая рука в рите до нее паспорт из регистрации, не только текст, но и его осиротевшие CSS-тестовые ожидания, чтобы он не вернулся. Антикраш якорь дополню, тест сделаю несущим. Согласен, это один и тот же визуальный контракт состояния. Добавляю атом. Выбранный обязательный читсбокс получает зеленую скругленную обводку непосредственно вокруг самой галочки, симметрично красной. Для ролей и юридического согласия одинаково. Дополняю тот же физический антикраш якорь и несущий мутационный тест. Текущий препуш уже идет. Дождусь его безопасной точки, затем внесу дополнение и повторю необходимые гейты. Принял порядок как обязательный. Каждое новое продиктованное требование сначала отдельным атомом записываю в физический антикраш якорь, и только после сохранения якоря меняю код или тесты. Добавляю это правило в текущий якорь сейчас. Дальше буду соблюдать буквально. Видите, то есть если бы я ему прямо не сказал и додиктовал новые требования, то он бы это не записал в антикраш якорь, и через 27% уже обновляется контекст. То есть это просто бы улетело в никуда. Просто пообщались, поболтали, разошлись, ничего не зафиксировали документально. Так что я проконтролировал, вам показал, как я проконтролировал. Вы тоже сможете точно так же. Искусственный интеллект, это можно взять в шортс. Новые атомы выполнены точечно. Зеленое свечение симметрично красному. Удален весь блок про запоминание пароля вместе с ее тест-логикой. Старые тесты переписаны под новый контракт. 182 связанных теста зеленые. Зеленая мутация краснеет. Сейчас повторяю полный гейт уже на окончательном составе изменений. Мне еще не нравится, как сделано вот это вот выделение. То есть оно каким-то белым, некрасивым, я бы даже сказал, каким-то уродским. Давайте как-то так вот приблизим, чтобы было понятно, о чем я говорю. Сделаем скриншот еще один, скопируем эту картинку, ставим ее. Знаешь, текущее выделение, какая-то белая плашка о том, что я стою в этом инпуте, выглядит очень неестественно. Я бы даже сказал, что выглядит очень уродски. При этом то, как сделано выделение, такое вот свечение от
вот логин register, оно сделано очень классно, очень красивенько и аккуратно. Я бы хотел вместо такой вот белой рамки о том, что я где-то стою, чтобы к инпуту применялось вот такое вот свечение, как логин register. Сделай, пожалуйста, именно так. Ну, опять, через антикраш якорь. То есть ты все записывай в антикраш якорь, и только после того, как записал, то тогда уже приступай к реализации. Enter. Я ему постоянно накидываю что-то новое. Он уже только хотел заливать, я ему что-то еще новое накидываю. Финальный состав закоммичен. 9 файлов. Антикраш якорь содержит все 10 атомов и правила порядка. Полный продуктовый набор прошел 6887 тестов. Единственная ответная ошибка реестра исправлена, и его отдельные 74 теста теперь зеленые. Повторяю, push заново проверит уже итоговый коммит. Сначала записываю новый атом в антикраш якорь, без изменений кода. У сфокусированного инпута убрать неестественную белую рамку и заменить ее аккуратным фирменным Sabal свечением в духе логин регистр, сохранив заметный клавиатурный фацус и исходное скругление поля. После фиксации якоря найду источник белой рамки и реализую. Классненько. Ну, вот это уже мне начинает нравиться. То есть, когда функционал чуть-чуть построил, он уже более-менее функционирует, то тогда уже дизайн привести к функциональности, чтобы он не раздражал, а наоборот как-то помогал. Вот это уже мне нравится. Это уже продукт на таком уровне, что дохожу до каких-то мелочей. Потому что, когда судьи не могут зарегистрироваться, конечно, на первом месте это функционал. Просто чтобы они смогли зарегистрироваться, это подтянулось в нужный хакатон, выполнилась правильная логика, чтобы они могли быть одобрены, чтобы они могли получить сертификаты. Ну, то есть там куча сразу такое древовидная внутрь уходит логика. Источник найден. У текстовых полей нет собственного фацус стиля, поэтому браузер рисует толстую системную белую рамку. Реализую только для формы регистрации. Аутлини ноне, тонкая цабалт кромкой, двухцветная цабалт амбер свечение. Читсбокс не затрагиваю. Для клавиатуры используется фацус висибле, поэтому доступность сохраняется. Сложно, я так понял, что он только к инпутам будет применять и никак не будет применять к чекбоксам. Ну, вроде бы нормально. Последнее требование уже отдельным атомом занесено в физический антикраш якорь. Теперь реализую именно его. Заменю белый системный фацус аутлини у полей регистрации на аккуратное цабалт амбер свечение, не затрагивая чекбоксы и сохраняя клавиатурную заметность фокуса. Фокус стиль реализован как отдельный контракт. Только текстовые поля, текст и селец внутри регистрации. Чекбоксы исключены. Добавил несущий тесто именованную мутацию, чтобы удаление цабалт или амбер составляющей гарантированно ломало проверку. Сейчас прогоняю обычный и намеренно сломанный сценарий. Целевой набор зеленый. 2020. Контрольная мутация ожидаемо красная ровно на новом фацус контракте. Перехожу к полному регрессионному прогону перед фиксацией ветки. Сообщение из дома неподдерживаемой навигации. Известный шум тестовой среды. Сами сценарий проходит. Не хочу куда-то уходить с этой страницы. Пусть она уже будет выполнена до конца. Тут, я думаю, тоже проще ему сделать скриншот, чтобы он понял, где, на какой странице мы находимся, и рядом с какими элементами. Давайте в кавычках вставим, чтобы он понимал, что это все в кавычках. Цитата. Вставляем и надиктовываем. Этот блок именно из этой страницы убери, пожалуйста, полностью. Но если он не обязательный, если он факультативный, потом все равно мы приходим к тому, что он обязательно уже на следующей странице, то здесь он не нужен. А если здесь он не нужен, он просто информационный шум, который хочется пропустить. Так а зачем он тогда здесь? На этой стадии мы стараемся сделать максимально просто, чтобы человек выбрал свою роль, зарегистрировался и просто выбрал, кем он хочет быть, или тем и тем. Если мы идем по направлению регистрации, и это регистрация, то как здесь может быть forgot your password? Вот это хочется как-то перенести, может быть, вправо, чтобы в него было сложно промахнуться при создании моего space, или оно нормально? Да, в принципе, нормально. Тут выделяется, тут не выделяется. Сделали скриншот, переходим, копируем. Я считаю, что если мы уже проверяем регистрация или залогинивание и пускаем человека по регистрации, то здесь не может быть забыли ваш пароль, потому что человек только регистрируется. Поэтому эту надпись отсюда нужно убрать. А надпись Read the Privacy Terms я бы хотел, чтобы мы перенесли в правую часть экрана, чтобы оно было подальше от кнопки Create My Space, чтобы ниже был шанс промахнуться и тыкнуть туда. И это еще требование отправляем ему. Я не вижу, сколько тут контекста осталось. Где он контекст показывает? Он показывал. Все у него обновилось. Все, что я надиктовал, дополняю в антикраш якорь атомарными требованиями. Ну, то есть он показывал там 24% контекста, сейчас 62%. Значит, получается, он опять все забыл. И философию, и навигацию. Давайте мы введем goal, цель. Если у тебя обновился контекст, перечитывай, пожалуйста, философию и выполняй согласно SDLC техническое задание согласно атомарных требований. Ну, вот сейчас вот я уже более-менее спокоен. Кстати, мне интересно, сколько там атомарных требований вот мы на одном экране таком надиктовали. Кстати, согласно нашего документа, сколько там получилось атомарных требований из того, что я прошу тебя сделать в этом техническом задании. Я ему надиктовал
написал такое вот промежуточное сообщение, но мы видим pursuing goal, что он все еще выполняет цель, то есть мои сообщения никак не сбивают его с цели. Он как-то экономно их записал, потому что вчера, когда надиктовывал приблизительно такое же количество требований, он разбивал их на более подробное техническое задание, на более подробные атомарные требования. Я боялся, что он сейчас там скажет 200 требований, а он сказал 14. Заменить белую фацус рамку над Sabal без свечения. Но 12. Удалить регистрационный блок Sonnets Your Disk Sort. Но 13. Скрыть Forgot Your Password при регистрации, оставив при входе. Но 14. Отнести ряд Privacy Terms вправо от основной кнопки. Ну что, достаточно точно и правильно отражено то, что я хочу. Цель запущена. Я хочу, чтобы он это сделал, и чтобы ему ничего не мешало, чтобы не толкались там, не дрались за CI, не дрались за право коммита. Поэтому дам ему завершить все до конца и проверим. Ну и не буду создавать Create My Space для того, чтобы оттестировать, как по факту он это все изменил. Может быть, в конце я его попрошу вывести все требования, которые были, чтобы их проверить, а может быть просто на глаз и по памяти, по общей логике. Ну еще одно, мне не нравится, когда Hack on Vibe.org, Hack on Vibe Dev, Hack on Vibe что? Hack on Vibe.com. Давайте это, наверное, запишем на уровне даже философии, что организаторы, judges, mentors, participants, hackers, hackathon должны писаться с большой буквы, а везде, где указывается Hack on Vibe, должно писаться .com. У меня есть мастер-копия, откуда все разлетается по репозиториям. Зайдем туда и сразу изменим. Правки заливаю вручную, и они автоматически разлетаются по репозиториям. Delete branch и закрыть репозиторий. На какой он стадии? Он кодит, проходит ревью, пусть занимается. Наш разработчик нам отчитывается, что вроде бы все готово. Давайте не вчитываясь, сразу проверим результат. Ctrl-Shift-R, чтобы в том числе обновились еще и... Мы, получается, слетаем на самое-самое начало. Это, кстати, дополнительное, что хочется, наверное, поправить. Попытки проверить, насколько ты все сделал правильно. Я нажал Ctrl-Shift-R, и меня выбросило в самое-самое начало, там, где необходимо вводить email. Это неправильно и очень раздражает. Такого поведения не должно быть у приложения, у платформы. Все данные должны сохраняться сразу, и если я нажимаю Ctrl-Shift-R, меня не должно перекидывать в самое начало. Я уже прошел достаточно большой путь, ввел какие-то данные, выбрал пароль, отметил какие-то галочки. Если я прошу просто перезагрузить страницу, чтобы посмотреть примененные стили, меня не должно откатывать на самое начало. Давайте ему сделаем тоже скриншот, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Да, очень неприятно. Неприятненько. Вставляем ссылку на изображение и отправляем ему. И проходим регистрацию заново. TS Judge. Уникальное имя. Какой-то выдуманный домен. Попробуем Enter нажать вместо Continue. Сработало. О, здесь приятное свечение, которое пропадает. Вот это уже и приятно, и профессионально выглядит. Так красненькое, так оно стало синеньким, с приятным таким свечением. Тут все правильно. Хорошее правильное скругление здесь. Галочка как-то чуть-чуть вниз ставится, я не знаю. Ну, не критично, да? Я думаю, если она одинаковая везде ставится, то это нормально. Она одинаково везде ставится, так что это нормально. Многие могут сказать, что равнение налево, и поэтому то, что я перенес сюда read the privacy terms, это неправильно по дизайну, но есть еще дизайн UX, то, как пользовательски удобно. И здесь есть активный элемент, здесь есть активный элемент, и эта ссылка получается зажата между двумя активными элементами. Кстати, кнопочка хорошо сделана, она чуть-чуть подскакивает вверх. Это мне нравится. Хорошо сделано. Давайте попробуем нажать Create My Space. Add your name. Choose Photo. Работает. Choose Photo работает. И то, и то. Сохранено. Upload. Photo uploaded. Full legal name. Давайте так скопируем. Скопируем и вставим. И здесь уже не применяется вот это вот наше выделение, которое мы меняли. Надо это скопировать и сказать, что применить надо не на одной странице, а везде по сайту. Я, конечно, понимаю, что сильно проще применить в одном месте эти атомарные требования, которые я попросил, но надо сделать для всего сайта единый источник правды, применить это все ко всему сайту. Запиши атомарные требования, дополнив предыдущие, потому что, да, вроде бы ты для одной страницы это все сделал, но фактически не применил к другим вкладкам и другим ситуациям на сайте. Надо применить везде к сайту ту логику, которую я сказал. Я так понимаю, что антикраш якорь, который был, он в любом случае попадает в том числе в коммит, и ты можешь подтянуть атомарные требования из прошлого коммита, мерджа, в том числе сюда, и дополнить вот этими требованиями, которые я вверху и сейчас надиктовал тебе. Начни с антикраш
якоря с атомарных требований и примени ко всему сайту. После этого давайте, вот смотрите, он пишет goal achieved, цель достигнута, но мы ему ставим новую. Если у тебя обновится контекст, и ты забудешь, что делать, первое, прочитай философию, она лежит в корне проекта, и по SDLC подхвати работу, которая зафиксирована в антикраш якоре. Там есть атомарные требования, которые я прошу тебя применить для всего сайта, а не только для одной конкретной страницы. В случае, если будут какие-то, как ты называешь, флейкующие тесты, смотри, что в CI не так, что сбойно, ты работаешь только один сейчас. Другие агенты над этим проектом не работают, поэтому винить параллельную разработку с другими агентами у тебя не получится. Тебе надо посмотреть эти тесты, посмотреть, что они защищают, сохранить защиту, если они актуальны для защиты. Если нет, то убрать то, что уже не актуально, и довести до результата твой антикраш якорь с атомарными требованиями. Полная ответственность за реализацию, доведение до сайта, физический проход по браузеру с скриншотами, проверки, что все применилось, и исправление багов, которые ты выявишь, что где-то что-то недостроил или не предусмотрел, читая только код. Только после этого задача считается выполненной. Выполняй до результата. Вот такая вот немаленькая цель ему поставлена, но во всяком случае у него скоро обновится контекст, то есть он уже в этой задаче раза 4 обновлял контекст себя. То есть он забывал то, что мы ему надиктовывали, поэтому то, что я сейчас ему надиктовал, это важно, полезно. Я, кстати, не вижу свою надиктованную цель. Я диктовал долго, а какой-то там очень сокращенный вариант, по-моему, ушел. Давайте проверим. Выведи, пожалуйста, мне на экран, чтобы я увидел, здесь в нашем с тобой чате, цель, которую я тебе поставил. По-моему, там она не до конца как-то дописалась. Давайте проверим, потому что это важно. Я хочу это завести в агентский режим и оставить его работать, сколько там, на час, на 2, он все сделает. А есть ли какой-то текст, который я тебе надиктовал, который ты как goal тебе возвращается рекурсивно? Просто это не все, что я надиктовал, и я вижу, что скорее всего, многое потеряно. Хотя вроде бы он все написал. То есть провести по атомарной, может быть, он просто не имеет доступа к цели, которая будет его догонять. И когда его будет догонять эта цель, мы можем просто там почитать. К сожалению, да, если такие ограничения. Давайте посмотрим, что у нас по подписке. 53%. То есть GPT-ха, она трудится, и трудится достаточно экономненько, можно так сказать. Подписка максимальная, $200. Может кодить, может создавать код. Gemini нет, Cloud умеет кодить. GPT-ха, кодекс тоже умеет кодить. Давайте проверим, что он там накодил. Для начала попробуем обновить наш экран и обновится ли он. Да, мы остались на том же месте, это приятно. Здесь уже выделение синенькое с свечением. Judge, country физического присутствия. Это же, да, приятное выделение сохраняется. По клику оно исчезает, применяется. Там, где уже все хорошо зелененькое. LinkedIn page сохраняется на анклик. Вливаем ссылку, стираем get запрос. Я не понимаю, почему здесь написано before applying here complete LinkedIn. А если это не будет заполнено, равно применяется. То есть обманывающая надпись. Давайте сделаем ему screenshot и сразу закинем туда контекст. Здесь обманывающие надписи о том, что перед тем, как выбрать роль, необходимо ввести ссылку на LinkedIn. Это неправда. Пожалуйста, все, что я надиктую, просто фиксирую как атомарные требования в документ, и действий не требуется. Отправим ему, чтобы он уже записывал это все. Перейдем сюда. Organizer, judge or mentor required pick at least one role and at least one hackathon. You come here to help run a hackathon. So the team role checkboxes wow are not for you. Pick какой-то бред. То есть это отрывки из технического задания, которые были внутри. Это просто надо удалить. Это нужно удалить. И это тоже. И из мастер-копи стяни, пожалуйста, свежую философию и прочитай ее, пожалуйста. Тоже там в самом конце, последние 2 строки, примени, пожалуйста, эти правила к нашему сайту. Обводочка тут есть. Кстати, здесь более такая вот правильная обводка, каноничная, но ширина линий неправильная. То есть она разная. Здесь шире, здесь более узко. У чекбоксов необходимо привести зеленые линии к каноничным. Сейчас у них какой-то отдельный свой стиль. Толщина линий не соответствует. Видите, да? То есть в 2 раза шире зеленая линия, чем должна быть. Это хорошо. Давайте это сделаем скриншот. Хочу здесь чуть-чуть переделать, пока мы здесь находимся. Давай, наверное, вернем разделение 50 на 50. Тогда оно как-то более корректно смотрится. И не забудь перенести стрелочку, чтобы она опять соответствовала. А в
вместо инпута для поиска там у нас была пункт 2. Лучше вставить, у нас была какая-то кнопка, которая кликаешь, и Discord спрашивает, кто ты залогиниваешься, автоматически сюда подтягивается уже твой залогиненный аккаунт. То есть ты не выбираешь из какого-то списка, а ты уже просто нажимаешь «Согласен добавить», и он сюда добавляется автоматически. Вот у нас это было уже где-то реализовано или у команд, или еще где-то там. Та реализация мне больше нравится. Накати ее, пожалуйста, сюда. Ну, если ты помнишь, что мы это все пишем антикраш-якорь атомарными требованиями. Да, он помнит. Давайте кликнем сюда. Ну, а тут уже давайте сделаем скриншот тоже, чтобы он понимал, о чем здесь речь. А уже для второго Дискорда сохраняем текущую логику, что выбрать из списка, из тех, кто добавился в наш сервер в Дискорде. Картинка добавляется, это все хорошо. После того, как уже добавился аккаунт, то как отображение происходит сейчас, кругляшок и имя рядом мне нравится. Давайте почитаем надписи, что тут написано. Not yet connect Discord in step 1 and we add the automatically with your exact handle. Наверное, надо стереть какой-то мусорный текст. Смотри, этот текст, он не нужен. Already in our server handle. Мне непонятно. Discord аккаунт, а вот это понятно. Сделали скриншот, копируем скриншот, переходим в наш разработчик. Здесь, мне кажется, должно говориться о том, что нажмите на кнопку, если вы залогинены в Discord, то нажмите ОК, и ваш аккаунт подтянется сюда автоматически. Ну да, как-то вот так вот, наверное. Continue. Галочка приятная, он адекватный. Здесь приятно все. Непонятно, в какой хакатон подался человек. Здесь непонятно, в какой хакатон человек подался. Человек же подался в конкретный хакатон, а не просто куда-то. И надо говорить именно в конкретный хакатон. Так, complete your public staff profile. Optional but recommended. These details appear on your individual judge, mentor, organizer page. Давайте сотрем это. Save. Давайте тут попробуем Ctrl-Shift нажать. Тоже никуда не улетели, это хорошо. Можно закрывать, да. Оттестировали. Диктуем цель. Если у тебя обновился контекст, то прочитай философию и SDLC. Если у тебя будут возникать вопросы, где что найти, то ты можешь глянуть в файле навигация, которая лежит в корне. Философия тоже лежит в корне. Действуй согласно философии и выполняй антикраш-якорь. Томарные требования, каждый по пунктам. В случае, если CI где-то будет лейковать, то определи, где там несовершенно написаны тесты. Посмотри, что они должны защищать. Сохрани защиту того, что необходимо защитить, но перепиши механизм, чтобы тесты гарантированно показывали, все ли работает или все сломано, чтобы CI помогал нам в разработке и в нахождении багов. Выполняет до результата. Результат — это смердженный код, и после этого ты заходишь на сайт вручную, доходишь до нужных страниц, делаешь скриншоты, проверяешь факты, правишь баги, пока они есть, и заливаешь заново, и опять проверяешь. И так до результата. У него остается как раз 10% контекста, что это ему очень вовремя, где наши требования там были. Вот это вот документ туда он докидывал требования. Это скопируем тоже сюда. В луп сформировали цель. Нужно еще запустить его, пока он не будет готов. Сейчас он... Вот такие вот детальные разработки. Что хорошо, что плохо. Надеюсь, было интересно. А если скучно, но обучающе, тоже классно. Буду рад, если вы поставите лайк видео. И если напишите комментарий, спасибо. Будет классно продвигаться в YouTube. Спасибо вам. Если вы досмотрели до конца, спасибо. Желаю вам финансового благополучия. Повышайте вашу IT-насмотренность вместе с нашим каналом. Будьте богаты.